Приветствую всех зрителей канала Games I Have to Play, меня зовут Дмитрий, и в сегодняшнем видео я подытожу прохождение Diablo Hellfire. В первой части быстро посмотрим всех боссов, квесты, которые были, а во второй части немного о самой игре, о конфигурационном файле и так далее. Весь ролик будет 480p специально, как и сама игра. В первом видео я сделал обзор города, обошел всех персонажей, посмотрел, кто что говорит, приветствую, друг мой, стой и кто что продает и так далее. И спустился на первый этаж, где квеста у нас пока не было, просто монстры. И это уже второй уровень, где состоялась битва с первым боссом, полноценным боссом, мясником. Из него мы получили топор, который для монаха не особо ценен, поэтому я его просто продал потом. Сама битва особых проблем не вызвала. Теперь души умерших отомщены. А вот на третьем уровне это уже битва со скелетом королем. Это одна, пожалуй, из двух всего таких серьезных битв за всю игру, где мне даже пришлось убежать в какой-то момент в город, чтобы закупиться исцелением. В конце концов мы его побеждаем и получили корону мертвецов, которую практически до самого конца игры я использовал, потому что она дает жизни от убитых монстров. Я найду твоего сына. Тоже 4-й уровень, квест, вывеска, которая сама вывеска в соседней комнате справа. Здесь на нас просто напали полчища призраков, гоблинов, с которыми тоже проблем никаких не было. И дальше мы спустились в катакомбы, уже катакомбы 5-й уровень. Здесь мы получаем камень мага. Это должно быть то, что нужно Грисволду. С которого он сделал нам мои заклинания не артефакт. Просто скелеты на том же уровне, а вот на 6-м уровне состоялась вторая очень серьезная битва. Сложно, как видите, в ближнем бою практически невозможно этих кислотников победить, и в итоге я нашел такой способ просто расстрелять вот так издалека, из лука. Не знаю, насколько это было задумано разработчиками, наверное, так и нужно было сделать, по-другому просто не получалось. И когда их уже мало осталось, тогда уже в ближнем бою я просто победил вот этого Death Smith, это промежуточный босс, ну и остальных тоже. Это квест «Зал костей» на том же 6-м уровне, с которым проблем тоже не было. Просто очень большое количество скелетов. И зал слепых — это уже 7-й уровень. Тоже занял определенное время, но абсолютно безопасно. А это 8-й уровень, бешеный Макс, с которым мы получили классный лук, который у меня был до конца игры, и я его использовал, пока Простите, я вам не не помешал? выбросил где-то случайно, не забыл где. Это уже пещера, 9-й этаж. Здесь появились такие брутальные демоны, но как бы на опасность это не особо сказалось. Также здесь мы нашли черный гриб, это квест ведьмы. И в дальнейшем мозг демона из того же квеста. Это вход в Hellfire, в Улей, гнездо, первую локацию Hellfire, которая выглядит, на мой взгляд, намного хуже всех остальных локаций, просто по качеству прорисовки. Особых проблем здесь тоже не было. Имею в виду по уровню сложности. И дальше состоялась битва на 3-м уровне с монстром, который называется Штык-демон. Сейчас вы увидите. Из него мы получили очень крутой амулет, который добавляет 14 ко всем параметрам. Очень мощный амулет. И... Ближе, кусочек. Я чувствую твой ужас. И мне хочется есть. Финальный монстр на 4-м уровне Улья, с которым проблем в бою тоже не было. Но из него мы получили карту местности. На карте местности отмечена локация на кладбище, где мы как раз нашли вход в склеп. Это 2-я локация Hellfire. Здесь все уже было красивее, интереснее. И вот эти личи — основная проблема. Издалека, когда они расстреливают, убегают постоянно. Это так называемый каменный край мира, куда можно бросить вещи, подобрать ее другим персонажам, если начать игру заново. Просто битва на 2-м уровне.
На третьем уровне тоже появились новые демоны, классно прорисованные, красиво. И в больших залах таких тоже были проблемы, когда нас издалека расстреливали. Это уже финальный бой с боссом Накрулом на 4-м этаже. Я сделал два варианта. Его ослабленный и усиленный. Здесь ослабленный. Ослабленный, чтобы прочитать, нужно прочитать книги у входа. Усиленный, дернуть рычаг. Это уже следующий уровень пещер, 10-й. И здесь промежуточный босс Black Storm. 11-й уровень Голодрань, кислотники. Никаких проблем тоже не было. Уровень 12-й. Тоже без квестов. Это уже ад, 13-й этаж. Появились вот эти советники, которые издалека расстреливают. Но у меня уже был иммунитет максимальный и к огню, и к магии, и ко всему. Поэтому тоже мы прошли сквозь них просто без потерь. А этот чувак, Лахданан, рыцарь, дал квест с золотым эликсиром, который мы нашли вот на этом 15-м уровне и принесли ему. Разборки с отродьями ада, так называемыми, тоже когда их много, довольно проблематично бывало. Промежуточный босс Bloodlust. И там мы нашли посох архиепископа Лазара, чтобы попасть вот в его локацию. Ярость моего повелителя. Отдельное помещение, где мы победили его и Твое безумие кончается здесь, его помощников. предатель. Еще один промежуточный босс Сэр Гараж, с которым вообще не было проблем. И дальше, чтобы попасть к главному демону, к дьяволу, нужно дернуть несколько рубильников, что я тут делаю как раз. И вот и он, главный босс, который, сразу скажу, даже ни единого удара, по сути, не нанес по нам. Я здесь вставил целиковую битву, то есть она заняла где-то минуту, наверное. Ни одного удара, ни одного урона он не нанес. Камень душ у вас во лбу горит адским огнем. И финальный ролик в конце. Это краткое содержание прохождения. Кому интересно посмотреть все целиком, на канале Games I Have to Play есть плейлист Diablo Hellfire прохождение. И здесь буквально каждому уровню посвящено по одному ролику. То, как я это проходил, неспешно, по одному уровню в день. И заняло это навскидку 10 часов. Конечно, можно намного быстрее пройти, не зачищать целиком весь уровень, либо вообще пробегать его мимо. Тем более запас по прокачанности персонажей есть. Как вы видели, было всего 2 такие по-настоящему сложные битвы за всю игру. Также рекомендую сайт diablo1.ru. Здесь огромное количество информации про Diablo и не только про первую часть. Есть обширная база знаний, классы, предметы, боссы, монстры, секретные уровни и так далее. Я когда проходил, я специально ничего не читал, не изучал, чтобы пройти как бы с нуля, без особых спойлеров. Но кто хочет углубиться в детали до или уже после прохождения, здесь большой кладезь информации. Сайт сделан в стиле, наверное, начала нулевых, что соответствует самой игре. Есть информация по модам, HD мод, The Hell, удлиненный, переработанный и так далее. Теперь немного о конфигурации игры. Во-первых, вы видите здесь DDROW DLL. Это как раз патч, позволяющий запускать игру без проблем, без багов на современных операционках. И нас интересует файл command.txt. У меня здесь прописано 5 параметров. Пройдемся по каждому из них по порядку. И первый — это Nest Art, который меняет графическое представление гнезда или улья, меняет графическую цветовую схему. Вот как выглядит улья или гнездо, 3-й уровень, без этого параметра. Теперь то же самое с параметром Nest Art. Теперь оба варианта вместе напротив друг друга. Второй и третий параметры, Bard Test и Barbarian Test, добавляют новых персонажей, соответственно, Барда и Варвара. Варвар доступен только в версии 1.0.1, поэтому у меня его нету.
Выбирая новую игру, мы видим, что без этого параметра у нас только воин, жрица, колдун, дьяк. После добавления параметра у нас появляется также бард. А также в версии 1.0.1, у меня 1.0.0, будет еще вариант варвар. Следующий параметр ZO Quest добавляет маленькую девочку недалеко от ведьмы и квест, связанный с ней. Без этого параметра, если мы уйдем от ведьмы влево, мы увидим, что здесь никого нету. А с прописанным параметром мы получаем нового персонажа Селия. Я потерял Тео, я потерял своего лучшего друга. Мы играли около реки, и Тео сказал, что хочет пойти посмотреть на большую зеленую штуку. Я сказал, что не надо это делать, но мы встали там, и вдруг приполз этот жук. Мы побежали, но Тео упал, и жук забрал его и унес. На определенном этапе игры здесь можно получить квест с медведем. И последний параметр Cow Quest меняет фермера на человека в пятнистом таком костюме коровы. Тоже добавляет один из квестов. Без прописанного параметра, где коровы у нас стоит фермер Лестер, У меня тут есть дело. Но я не могу напрягать тебя, браток. который дает квесты, как раз связанные с ульем. А с прописанным параметром здесь стоит полный псих. Чего я сказал? В костюме коровы. И на определенном этапе игры мы, во-первых, взаимозаменяем с фермером, плюс дает еще один квест. Если это видео было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч!